Всем привет! В этом видео хочу сравнить библиотеку TRPC с фуллстек фреймворком Point Zero. Зачем вообще сравнивать библиотеку и фреймворк? А затем, что DX, касающийся query и мутаций в Point Zero, чрезвычайно схож с тем, как это устроено в TRPC, но имеет некоторые преимущества ввиду того, что он может реализовать такие вещи, которые реализовать может только фреймворк. Давайте посмотрим на то, как устроена query в TRPC. Нам необходимо создать какой-то роутер, в него прокинуть процедуру, объявить input, ну и непосредственно само тело выполнения query. Затем где-то на сервере нам нужно иметь индекс-файл, где мы все эти наши роутеры соберем воедино и получим соответствующий тип, чтобы потом на клиент импортировать исключительно тип, и благодаря этому у нас серверный код не попал на клиент, и сгенерировать вот такую вот переменную TRPC. И далее мы ее используем. Хотя по факту она, конечно, не исполняет этот код, а вот при таком вызове передает данные на сервер, и благодаря названию самой процедуры и самого роутера данные доходят до нужной точки. Как это же устроено в фреймворке Point Zero? Мы объявляем query, называем ее и пишем такую конструкцию. У нас много поинтов есть в Point Zero. Это и query, и мутации, и страницы, и лейауты, и экшены и так далее. И просто такое правило, что с какого слова они начинаются, на такое слово они должны заканчиваться. Вот. Но это выглядит странно, потом становится привычнее, хотя есть и другая нотация, которую я тоже покажу, но не суть. Дальше точно такой же input, и тело само мы кладем в loader. А потом мы вот эту вот query можем прямо в этом же файле внутри любого компонента сразу же использовать, то есть не прокидывая ни в какой промежуточный роутер. В принципе, синтаксис абсолютно такой же. Благодаря чему это происходит? У нас во фреймворк вшит компилятор. И когда мы какой-то код обрезаем под клиент, у нас удаляется содержимое всех методов, которые касаются сервера. В данном случае loader. Если посмотреть на код, вот у меня есть какой-то пример, да, тоже query, demo loader query. И вот я хотел вам показать то, что вот эта вот конструкция, которую только что вы видели в презентации, да, let's, query и поехали. Вот. То же самое будет, если написать let's, но вызвать его как функцию. Это, конечно, мы объявляем query и прописать дополнительно название этой query. Вот. Но со временем устаешь как бы дублировать слово query, слово demo-loader, и поэтому проще записать просто вот так вот, а компилятор сам превратит это все вот в такую конструкцию. Если мы посмотрим на этот же код глазами компилятора, как он будет выглядеть для клиента, то получится вот что-то вот такое. Есть у нас специальная команда, я ее позже еще дополнительно покажу, но идея такая, то что вот у нас demo-loader query для клиента просто выпилилось тело лоадера. И, соответственно, все импорты, которые были внутри него, также будут вырезаны. В данном случае на клиент все равно не упадет эта призма. И получается то, что мы можем весь наш код держать абсолютно в любых файлах, где угодно, просто иметь под каждую отдельную фичу просто модулис, и там как хотим организовать наши файлы. Соответственно, у такой query есть абсолютно все известные методы, которые присущи обычной React query. Точно так же мы первым аргументом передаем какой-то input, который был задан. Если все данные там были опциональными или инпута вообще не было, то можно его не передавать или передать undefined. Ну, конечно же, у нас точно так же есть и мутации, которые работают точно по такому же принципу, без каких-либо неожиданностей а, в этой части. Вот. Ну, а что касается закрывающего тега, здесь можно прописать любые опции обычной мутации и в то же время переписать их на местах, где мы будем использовать. То есть если где-то мы вот так вот вызовем, это mutation, fetch mutation, вот, здесь опять же нужно будет прописать input, и следующим аргументом можно передать те же самые настройки, их как-то переопределить. То есть можем их задавать в разных местах. Вот это вот самая команда. У Point Zero, соответственно, раз это фреймворк, у него есть и какие-то CLI утилиты. Вот, и мы можем скомпилировать файл. То есть вот этот вот input получился благодаря тому, что я вызвал вот такую команду. Ну, banx, потому что у меня не глобально установлен Point Zero. Compile, путь к этому файлу, указываю для какой стороны сайт, либо клиент, либо сервер, и можно посмотреть, как этот файл будет выглядеть глазами клиента или сервера. Потом
У TRPC есть такая штука, что этот индекс мы должны сами собирать руками. То есть все наши роутеры, а в роутеры закидывать все наши процедуры, кто как организовывает, но в любом случае приходится их, не забывать, скажем так, собирать воедино. В Point Zero, благодаря статическому анализу кода, все наши поинты, какие бы ни были, они собираются сами. Причем собираются просто вот в такой вот массивчик, и мы его сами напрямую даже не используем. Просто их все собрал, и вот как есть, их сюда вывел. Единственное, что, когда мы только начинаем проект, а мы начинаем его обычно командой ban create point zero up, то нам сразу будут созданы файлики, и вот такой как бы конфиг всего фреймворка, он лежит в файлике engine.ts. Чаще всего его не приходится редактировать, он вначале создался, и все. И вот эти вот самые поинты, которые были сгенерированы, так, это ленивые поинты, поэтому они так страшно выглядят. Если вот посмотреть на северные поинты, например, вот, то здесь как раз тот самый вот массив, который я показывал, это вот в реальном условном проекте. И здесь просто массив. И потом в наш конфиг, вот, engine create, мы прокидываем вот эти вот поинты ленивым образом. На тот случай, если они ленивые, они для клиента ленивые, чтобы они в бандлер подали именно по JS-чанкам. В то же время этот же у нас конфиг engine выступает в роли непосредственного просто сервинга поинтов. То есть мы пишем engine serve, и у нас раздались все наши поинты, query и мутации. Этот же конфиг, он по сути и runtime. Мы даже можем вызвать просто fetch, передать сюда request, оригинальный request, и он перейдет туда. Соответственно, даже Point Zero можно вставить в какой-то любой другой фреймворк, хотя в этом нет смысла, потому что в Point Zero есть все, что необходимо, включая кастомные эндпоинты и так далее. И благодаря тому, что наш роутер мы напрямую не используем, мы используем напрямую сразу уже готовые наши query, как они есть, то получается то, что у нас типы не раздуваются. И в каждом отдельном файле, когда мы работаем, редактор кода подтягивает только те типы, которые нужны именно для этой query, а не для всего роутера, как это всегда было в TRPC. Здесь эта проблема решена просто исходя из того, как организован фреймворк. Также, что занятно, раз я сказал то, что мы можем все объявлять, по сути, в одном файле, да, вот я для примера покажу. У нас здесь есть страница, вот у нас есть query, у нас есть страница. Причем, про страницы мы здесь не говорим, потому что это будет нечестно, да, сравнение с Point Zero, с TRPC, потому что в TRPC, нет страниц. У нас можно эти query использовать не классическим способом, да, там вот так вот, use query. Можем их прямо вшить в страницу, и она сама будет управлять своими состояниями загрузки, своим состоянием ошибки. Мы можем их переопределить, то есть указать просто вот так вот loading, и здесь сделать какой-то наш скелетон. То же самое касается ошибки. У нас здесь будет в аргументах ошибка, мы можем ее здесь отработать. Или можем переопределить на более вышестоящих поинтах, как вот здесь вот, например, в самом руте. Мы определяем какой-то дефолтный, который нам чаще всего подходит. Ладно, и вставляя эту query в страницу, получается, что сама страница еще может быть ты компонент, да, в какой-то степени. Но query-то точно не компонент, правильно? И как тогда сработает hot module replacement, если React всегда требует, чтобы из файла импортировались только компоненты, хотя это, очевидно, никак не компонент. И для этого был изобретен хак, который как бы невидим для нас, как для разработчиков. Вот, но он существует. Компилятор во время дев-разработки дописывает вот такую вот конструкцию и возвращает null. По факту вот это становится как раз-таки вот этой функцией. И React, и бандлеры считают то, что это компонент. А мы же никогда не используем вот эту вот мутацию саму по себе. Мы всегда, или там query, мы всегда вызываем какие-то ее методы, там, fetch query, get query key, use query и так далее. То есть, никогда мы вот так вот не делаем. То есть, нам это не нужно, поэтому абсолютно не важно, что там лежит. И вот так вот мы обхитрили HMR, что интересно, и благодаря этому можно организовывать код абсолютно как угодно. Потом, если у нас есть SSR, то с TRPC в соединении с каким-нибудь Next.js нам придется самостоятельно гидрировать, дегидрировать, что-то придумывать, какие-то middleware настраивать. А поскольку в Point Zero React Query — это, как говорится, first citizen,
то все это, естественно, вшито из коробки. И мы про это вообще не думаем. Изначально я хотел сделать Point Zero так, чтобы хоть у тебя включен SSR, хоть не включен SSR, ты код вообще не меняешь, и все должно быть максимально примитивно и просто, и это должно работать. И так и было организовано. Поэтому хоть мы включили SSR, хоть не включили, все равно все, код остается таким же, каким и был. Чего нет в TRPC, и не может быть, потому что он не фреймворк, но есть в Point Zero, это возможность возвращать целые React-компоненты из наших лоадеров. Давайте посмотрим на какой-то пример. Я здесь сильно в это углубляться не буду, потому что это отдельная тема. React Server Components и интерактивные айленды. Но мельком покажу. Про это расскажу просто в другом видео, в другой статье и так далее. Вот, допустим, у нас есть страничка демо RSC Page. Это ее путь. Это ее тайтл, и начался лоадер. Принципиально есть две возможности, какие компоненты можно вернуть. Это обычный серверный компонент, да, простая async-функция, которая принимает какие-то пропсы, вызывает какой-то условно серверный код с авейтами и возвращает э, какой-то компонент. Вот. А другая возможность, можем вернуть наш island. В Point Zero есть обычные компоненты. Вот это вот самый обычный компонент, который можно просто вставить в страницу, и он будет работать. Если мы хотим, чтобы он принимал какие-то пропсы, мы их вот таким генериком указываем, что у нас x будет number. Он не будет участвовать в лоадерах этого компонента, а просто дойдет сразу вот до пропсов самого компонента. И здесь вот мы его выведем. В то же время каждый компонент может иметь встроенную query, или можем саму query даже отдельно не создавать, а просто вот эту вот часть input и loader сразу прописать в компоненте. Здесь тогда тип input возьмется отсюда. И тогда, когда мы используем это в нашем... Где наш файл? В демо. То мы, получается, input прокидываем через input, и сюда полный объект, а пропсы, ну, они на первом уровне и живут. Принципиальная разница у этих вещей, то, что серверный компонент возвращает чисто разметку, и на клиенте она будет отображена, но она не интерактивная. А предполагается, что это какой-то рендер, маркдаун и так далее, и все такое. Но если мы хотим интерактивный остров, кстати, JS-чанк, который тоже будет съеден клиентом, ну, подтянут клиентом только тогда, когда потребуется, потому что они интерактивные. То есть вот этот вот компонент, он полностью живой. Мы здесь можем использовать все, что угодно, потому что вот это известно и клиенту. И когда мы запрашиваем вот здесь вот этот компонент, по факту все просто преобразуется в данные, на которые также накладывается ваш трансформер, то есть вы можете там дату передать, прочее, и все придет с правильными типами, ну, с помощью, например, SuperJSON того же, просто надо на руте вот этот вот трансформер объявить, что у вас есть этот SuperJSON. И уедет вот такой вот интерактивный островок. Все, а потом они также подать в данные, как всегда. И вот этот island, вот он, мы его сюда вставили, сервер сюда вставили, причем все это как бы известно, что это как бы JSX элементы. Причем, как бы тоже далеко полез, но уж сразу скажу. Вот это же функция, и вот так вот мы ее, по сути, вызываем. Это становится промис. И по умолчанию, перед тем, как его отправить, мы ждем. Но если мы обернем это в defer, который мы импортируем из нашего, ну, Point Zero, то этот компонент едет медленно. И пока он, скажем так, едет, мы будем видеть вот этот вот лодинг. А в демо-айленде, поскольку у него тоже есть какой-то лодер, да, который тоже может ждать, можем здесь поставить там suspend true. Это такая же настройка query обычная. Ее можно указать и для любой query. Это вот небольшая кастомизация обычного React query именно для фреймворка Point Zero. И тогда все равно всего одним запросом на сервер мы увидим сначала загрузку этого компонента, потом по мере прихождения этого загрузку этого компонента. Ну ладно, про React Server Components подробнее в другой раз. Вот. Если посмотреть, ладно уж, доскажу. Если посмотреть на то, какие идут данные, то они просто превращаются в вот такие вот конструкции. И если это, скажем так, разметка, да, то прям какой HTML, куда нужно вставить. А если это наш island, они все заранее клиенту и серверу известны, вот, то приезжает просто ссылка и пропсы, которые нужно передать. В то же время, поскольку это обычные данные, ничто не мешает их вернуть, например, из той же мутации.
пожалуйста. То есть, например, вы оставили комментарий, и вам сервер сразу вернул нужную разметку, которую вам надо показать. То есть любые ваши идеи реализуемы с таким подходом. Также у нас в мутациях есть возможность передавать прямо файлы. И в TRPC есть возможность указать то, что у нас input — это форм-дата, но тогда валидацией всего этого мы должны заниматься самостоятельно, и с форм-датой тоже работать самостоятельно. У нас же, если мы передадим файл в наш input, да, вот из обычного инпута, вот когда достаем файл, то он так и доедет. Причем мутация под капотом сама смотрит, есть ли в данных нечто по типу blob или файл, и если есть, то она весь input, даже если он какой-то глубокой вложенности, превратит в плоскую форм-дата, натравит на нее ваш трансформер, например, super.json, передаст по сети форм-даты, сервер, соответственно, это все примет, и обратно наложит трансформер, обратно распарсит в глубокий объект, и на выходе вы получите типизированный input, такой, какой передавали, такой, какой ожидали, и можете дальше с этим работать. То есть вот такая вот возможность передачи файлов. Также у нас есть и обычные endpoints. Если до этого мы писали там query или action, query или mutation, теперь напишем просто action, определим метод и какой хотим наш путь. Вот. Также можем зашить какую-то валидацию. Параметры сами автоматически считываются, но можем добавить более серьезную валидацию. И тогда далее в лоадере все это будет доступно. Если мы закроем это словом action, то тогда это просто action. Чаще всего это нужно, когда вы, например, какие-то веб-хуки делаете, да, с стабильными урлами, то они у вас и образуются. А если вы закончите .mutation, то этот экшен, он на самом деле становится мутацией, вы можете использовать как обычный. Единственное отличие от обычной мутации, что в мутации input плоский, а здесь парамсы отдельно, боди отдельно, если вы объявили search параметры, они бы были отдельно и так далее. Но вы можете сказать, что это просто query или infinity query, и, соответственно, у вас удобная публичная API. А что касается обычных мутаций, они на самом деле и query, они на самом деле тоже имеют стабильный адрес, который генерируется, ну, там по формату нижнее подчеркивание point zero, scope и так далее. Но суть не в том, как он выглядит, а в том, что это стабильный URL, который попадает в OpenAPI спеку, который точно так же генерирует сам point zero. И вы имеете по-прежнему стабильные урлы. На этом сравнение с TRPC все. Всем спасибо. Буду надеяться, что вы попробуете этот фреймворк, и он вам понравится. Всем всего хорошего. Пока-пока.